Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто это у нас? Это я, Мысли Мозес. Короче, начнем ролик давай. Ролик, как ты понял уже, на тему отдых. О нем очень важно нам будет поговорить. Начнем с того, что отдых прежде всего это время, которое мы проводим вне рабочей или же учебной сферы, чтобы восстановить свои силы богатырские древних русичей и насладиться спокойной жизнью. Существует множество различных видов отдыха, начиная от путешествий и экскурсий до простого лежания на пляжике. Каждый вид отдыха имеет свои плюсы и минусы. Ну ладно, не будем тянуть кота за... Да и начнем уже, го! Ля-л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 я. Мысли Мозес. Бу-бу-бу-бу-бум, баралю, ля-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 ля. Ну и тут уже, как говорится, начнем с истории. История отдыха является неотъемлемой частью развития человеческой цивилизации и имеет древнейшие корни. Самыми первыми обитателями нашей планеты связаны первые формы отдыха, которые являлись своего рода перерывами в повседневной жизни для восстановления сил и духового обновления. Старинные пещерные люди, охотники и собиратели проводили время отдыха в окружении природы после напряженного труда. Их отдых состоял в том, чтобы собираться вокруг костра, разговаривать, петь песни, танцевать и рассказывать легенды и сказки. Они наслаждались простотой момента и подключались к природе. С течением времени и развитием цивилизации история отдыха претерпела существенные изменения. В древних цивилизациях, таких как Древний Египет и Месопотамия, отдых был часто связан с религиозными обрядами и празднествами. Люди собирались вокруг храмов и поклонялись богам, проводили спортивные игры и состязания и наслаждались музыкой и танцами. В средние века и возрождение уклад жизни людей был сильно связан с религией и работой в сельском хозяйстве. Отдых был редким явлением и обычно сводился к проведению фестивалей, ярмарок и сельских праздников. В эпоху Возрождения, благодаря развитию искусства, науки и образования, начали появляться первые спа-курорты и курорты приморских городов, где люди искали исцеление и отдых для тела и души. Во время промышленной революции и технологического прогресса стало переломным моментом в истории отдыха. Массовое производство привело к уменьшению рабочего времени и повышению уровня доходов, что повлекало за собой возможность проводить больше времени на отдых и развлечения. Возникли новые формы отдыха – экскурсионный туризм, путешествия, пляжный отдых и другие виды активного отдыха. В 20 веке отдых стал неотъемлемой частью модернистской культуры и образа жизни. Формы отдыха стали разнообразнее и доступнее для всего населения. Были созданы многочисленные развлекательные парки, аквапарки, культурные и развлекательные центры. С распространением телефонов, интернета и социальных сетей отдых постиг совершенно новые горизонты, где люди могут обращаться и получать информацию о любом месте в мире. В общем, история это прям фу. Давайте уже перейдем к плюсам. Первый плюс – это восстановление и поддержание физического здоровья. Во время отдыха наш организм и мышцы имеют возможность расслабиться и восстановиться от ежедневных нагрузок. Покой способствует нормализации работы сердца, укреплению иммунной системы и повышению уровня энергии. Также отдых помогает предотвратить развитие различных заболеваний, связанных с хронической усталостью и стрессом. Второй плюс отдыха – это улучшение нашего эмоционального состояния. Во время отдыха мы отдыхаем не только физически, но и психологически. Отдых позволяет нам отрешиться от повседневных проблем и забот, снять напряжение и усталость. В результате мы становимся более расслабленными, счастливыми и позитивно настроенными. Отдых также способствует повышению эмоциональной устойчивости, улучшению настроения и развитию креативности. Кроме того, отдых является очень хорошим способом провести время с семьей и любимыми. Отдых вместе с любимыми создает незабываемые моменты и укрепляет семейные узы. Вместе можно заниматься спортом, посещать интересные места, путешествовать и открывать новые горизонты. Общение и совместные занятия способствуют развитию близости, доверия и любви. Не менее важным плюсом отдыха является, конечно, расширение кругозора и также получение новых знаний. Отдых включает в себя изучение новой культуры, традиций, познание истории и особенностей различных мест. Путешествия дают возможность познакомиться с новыми людьми, узнать их обычаи и язык. Это расширяет наши горизонты и улучшает общую эрудицию. Также одним из важных плюсов является возможность заняться хобби и увлечениями. Часто мы не имеем достаточно времени заниматься тем, что нам по душе, из-за работы и повседневных дел. Отдых дает нам возможность отдать время любимым занятиям, развиваться в них и получать удовольствие от процесса.
Это способствует нашему личностному росту и самореализации. Ладно, плюсы плюсами, ребята. Ведь у отдыха также имеются свои довольно важные минусы. Во-первых, это потеря времени. Когда мы отдыхаем, мы часто тратим много времени на пассивные занятия, такие как смотреть телевизор, играть в компьютерные игры или просто лежать на диване. Это время, которое можно было бы использовать для более продуктивных дел, таких как чтение книг, изучение нового языка или развитие своих навыков. Во-вторых, это потеря физической формы. Когда мы находимся в режиме отдыха, мы часто забываем о физической активности и предпочитаем проводить больше времени в статическом положении. Это может привести к ухудшению нашего физического состояния, набору лишних килограммов и проблемам со здоровьем. Третьим, довольно важным минусом для всех, это, конечно же, потеря денег. Во время отдыха, особенно если мы путешествуем или проводим время вне дома, мы тратим значительную сумму денег на проживание, питание и развлечения. Это может оказаться непосильным бременем для нашего бюджета и привести к финансовым проблемам в будущем. Кроме того, отдых может вызвать чувство лени и бездействия. Когда мы привыкаем к режиму отдыха, становится сложно вернуться к обычной повседневной жизни и начать снова активно работать или заниматься другими делами. Мы можем почувствовать себя утомленными и быть лишены энергии, что может негативно сказаться на нашей продуктивности и достижении поставленных целей. Вот, у меня котик пришел. Говорить, надо интересные факты уже делать-то. Да, это правильно. Перейдем к интересным фактам. Например, вы знали, что в Швейцарии находится самое высокое расположенное железнодорожное плато в Европе? Называется оно Ньюграфру-Джох, с высотой 3454 метра от уровня моря. Этот маршрут является одним из самых популярных туристических мест Швейцарии. Также Швейцария славится возможностью посетить горнолыжные курорты, где можно насладиться красивыми горными пейзажами, прокатиться на санях и беговых лыжах. А вы знали, что на Майорке, на Балеарских островах, находится пещера Дракон, где в ходе концертов происходит уникальное шоу, лазерное шоу, которое создает незабываемую атмосферу подводного плавания. Или что в Греции можно наблюдать одно из крупнейших биолюминесцентных явлений – позвоночных морских обитателей, изучающих голубоватое свечение. Если вы любите историю, то, например, в Италии можно посетить Помпеи, где сохранилась до наших дней уникальный памятник древней культуры, руины древнеримского города, которые потерпели катастрофу в результате извержения вулкана Везувий. Но отдых не всегда связан с путешествиями и далекими странами. Иногда, ребята, чтобы просто отдохнуть, нужно просто погулять в парке, послушать музыку, посмотреть на красивый закат или поиграть в любимую игру со своими друзьями. В любом случае, отдых должен быть полезным и приятным делом. Важно не забывать о здоровом образе жизни, которые помогут сохранить хорошее настроение, энергию и бодрость на долгое время. В общем, чуваки, отдыхайте с пользой. Пойду-ка я тоже, наверное, отдохну. Да? Кит. Да. Вот. Это вот он. Где? Ладно, пойду отдохну, все. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, заходи на Twitch. А я пошел. Не нафиг, а отдыхать.